В один серый дождливый день, когда темные облака затянули небо, бедная маленькая сова выпала из своего гнезда. Ее жизнь, которая началась в уютном пространстве, осталась позади, и теперь она оказалась на великом расстоянии от дома. Как только она ощутила холодные капли дождя на своих перьях, ее сердце сжалось от страха и тревоги. Она стояла одиноко посреди дороги, на которой не было ни души, ее мокрые крылья и маленькая фигурка шокированно тряслась, словно ветер пытался вырвать ее совсем из жизни. Небо пронзило темное свечение, и ветер шумел, затрагивая ее пухлые щечки, как бы намекая, что она потерялась в этом большом и чужом мире. Она была потеряна, растерянная и в полном унынии, и казалось, что вокруг нет ничего, кроме дождя и серости. На каждом шагу она дрожала от страха. Ее маленькое сердечко колотилось так быстро, что казалось, оно вот-вот выпрыгнет из ее груди, но ни одно из проходивших мимо существ не удостоило ее внимания. Каждый мимоходящий лишь спешил по своим делам, не замечая слабую и потерянную птицу, сидящую на холодной дороге. Сова закрыла глаза, не издав ни звука, словно она потеряла надежду и признала свое поражение. Это было мгновение неописуемой печали. Маленькое создание, которое когда-то летало по светлым небесам, теперь было брошено на произвол судьбы, одиноко страдая под ливнем. Ее пушистая грудка колебалась от дрожи, а мокрая природа ее тела делала ее менее защищенной от окружающего мира. Трудно было даже представить, насколько сильно она тоскует по своему гнезду, где тепло и безопасно, а теперь лишилась этого всего и осталась одна в большом и непонятном мире. Ощущение страха и безысходности переполнило ее, погружая в темноту безнадежности. В этот момент, когда все выглядело беспросветно и надежда угасала, вспыхнула искра, которая могла изменить все. Но в этот самый момент, когда казалось, что вся надежда потеряна, мимо нее проходила девочка. Увидев это крошечное существо, дрожащую под проливным дождем, она мгновенно остановилась, словно почувствовала, что именно это мгновение изменит ее жизнь навсегда. На ее глазах вспыхнула искра сострадания и заботы, которая не оставляла ей шансов проходить мимо. Не раздумывая мне, она наклонилась и аккуратно обняла сову, заботливо прижав ее к своему сердцу, будто именно этой теплотой она могла спасти ее от страха и боли. Ее тонкое мокрое пальто согревало маленькую сову, как теплое одеяло в холодный зимний вечер. Внутри девочки зародилась последовательность теплых мыслей и чувств, стремящихся к тому, чтобы помочь этому крошечному существу пережить свои испытания. Этот простой, но глубокомысленный жест изменил все. Вместо страха и одиночества маленькая сова ощутила заботу и теплоту, о которой так мечтала. Когда они вернулись домой, девочка проявила всю свою доброту и заботу. Она вытерла каждую мокрую прядь волос совы мягким полотенцем, проявляя заботу о ее здоровье и оставаясь сосредоточенной на том, чтобы защитить ее от вреда. Это было не просто вытирание, это было выражение любви, которое она хотела вселить в ее маленькое тельце. Затем она включила фен на самый щадящий режим, чтобы согреть маленькое тельце, помогая ему высохнуть и почувствовать себя лучше, как мать, заботящаяся о своем ребенке. Но ее глаза опечалила одна вещь. Совиные глазки были покрасневшими и опухшими, с гноем, что сделало их почти невидимыми. Бедное животное не могло ни закричать от боли, ни даже моргнуть. Она была просто измождена, потеряв все силы, чтобы сопротивляться или избегать руки незнакомца. В этот момент девочка поняла, что ее задача заключается не только в том, чтобы согреть сову, но и в том, чтобы спасти ее от страданий, которые она так долго терпела. Сделав несколько глубоких вдохов, девочка медленно очистила
и продезинфицировала область вокруг глаз совы. Она сделала это очень аккуратно, с огромным вниманием к деталям и нежностью, словно ее рук было недостаточно для того, чтобы лишь стереть грязь, она предавалась вниманию и заботе, чтобы сова могла почувствовать, что не одна. С заботливостью, словно она была преданной медицинской сестрой, она аккуратно закапала противовоспалительные капли в ее глаза. Сова, казалось, понимала, что этот добрый человек помогает ей, и это придавалось ее смелости, даже если она все еще испытывала сильную боль. В глубине души она ощущала, что нашла своего спасителя, и ее жизнь, возможно, приоткроет новый путь к надежде и свету. Девочка пообещала ей, что сделает все возможное для ее спасения и не оставит в этой борьбе одну. Затем девочка подготовила еду, пониманию, что пища – это также важный элемент исцеления. Она расправила кусочки пищи на мелкие порции и терпеливо кормила ее, осознавая, насколько голодна и измучена была бедная птица после долгих дней скитаний и страданий. Это был не просто процесс кормления, это был процесс восстановления, где каждый маленький кусочек пищи означал возврат к жизни и силы. Поначалу сова была почти безразлична к пище, не понимая, что ее истинная миссия состоит в том, чтобы снова стать здоровой. Но инстинкт самосохранения, в конце концов, сработал. Пернатое создание стало жадно поглощать кусочки, которые с любовью предлагала девочка. В какой-то момент казалось, что животное подняло голову и попыталось открыть глаза, словно стараясь вспомнить лицо человека, спасшего ей жизнь. В этот момент девочка увидела, как настало время, когда жизнь вновь начала пробуждаться внутри крошечного существа. Неделя прошла, полная заботы и внимания, когда девочка продолжала давать сове лекарства и протирала ее глаза ртье, разговаривая с ней ласковым, успокаивающим голосом, который обладал невероятной силой. По мере того, как дни менялись и погода становилась более солнечной, маленькая сова стала постепенно восстанавливаться, словно восход солнца освещал ее жизнь. На 8-й день ее глазки открылись, и она впервые ясно увидела окружающий мир, издавая первые тихие крики, наполненные радостью, надеждой и желанием жить. Этот момент был полон счастья как для девочки, так и для совы, и каждое новое утро будто приносило с собой новую порцию света. С каждым новым днем, как только ее силы увеличивались, сова с любопытством начала исследовать комнату. Она прыгала со стола на стул и обратно, искренне удивляясь всему, что ее окружало. Ее мир стал значительно больше, и каждая деталь, от мягкой игрушки до синего неба, теперь представляла собой новое открытие. Вскоре она перепрыгнула на плечо девочки, впервые проявляя полное доверие к своей спасительнице. Это была знаковая минута, когда маленькое создание, которое раньше знало лишь страх и одиночество, начало открывать свое сердце, позволяя чувствовать тепло отношений. Девочка, обладая щедрым сердцем, решила назвать свою новую подругу Синжин Снежинка, в честь ее белоснежных перьев, которые теперь казались более яркими на фоне ее здоровья. Имя было символом новой жизни и надежды, которые она принесла с собой. Чтобы сделать ее жизнь более уютной и комфортной, девочка создала для совы гнездо из сухих веток и мягкой ткани, повесив его возле солнечного окна, где первые лучи ласкающего солнца могли коснуться маленького создания. Это было не просто гнездо, а настоящий дом, полный любви и защиты. Семья девочки также полюбила маленького зверька и радушно приняла ее в свой дом, считая ее особенным членом своей уютной семьи. Каждое утро, когда семья собиралась за завтраком, Снежинка сидела рядом, привнося обаяние и радость в дом.
Они даже установили декоративные ветки вокруг крыльца, чтобы создать пространство, где маленькая сова могла практиковать полет и прыжки, как в дикой природе. Это был не просто уход. Это был процесс воссоединения со свободой, который каждодневно радовал не только птицу, но и всю семью, укореняя в них дни, полные счастья. Постепенно животное стало более активным, озорным и любопытным, как любое свободное существо, ищущее возможности исследовать новый мир. Она летала по дому, облетала кухню, делая акробатические трюки в воздухе, и вновь приземлялась перед своим любимым человеком. Каждый день превращался в настоящую игру, и каждый момент, проведенный вместе, был полон смеха и радости. Из слабого существа, едва могущего выжить, птица создала новую жизнь, полную веры и безусловной любви. Это было именно то, что девочка мечтала создать. Мир, в котором она и ее сова могли бы быть счастливы вместе, поддерживая друг друга и разделяя радость своих жизней. Привязанность девочки к маленькой сове удивила многих окружающих, не ожидавших, что животное, которое часто избирается и ненавидится, может стать таким дружелюбным и милым. Это были не просто взгляды и дружеские разговоры, это было нечто большее, чем простой интерес. Друзья и соседи, приходя в их дом, всегда удивлялись, как такая маленькая и, казалось бы, хрупкая птица может принести столько радости и света в жизнь семьи. Обсуждая удивительную связь девочки и ее совы, они чаще всего говорили о том, насколько прекрасно, когда сострадание и забота могут переменить судьбу. Мудрость и простота, с которыми девочка надолго сделала эту частичку своего сердца частью своей жизни, открывали множество возможностей для обсуждений и переосмыслений о том, как животные и люди могут соединяться на уровне доверия и любви. На протяжении этого времени невидимая нить, соединяющая две жизни, становилась все крепче. Каждый новый день напоминал о том, как важны маленькие вещи, как благородный поступок может изменить судьбу, как любовь и забота могут спасти доброты. Многие путают с жестокостью или равнодушием этого мира. Девочка и сова были неразлучны, и ни одна из них не представляла, как они были бы одиноки без этого момента, который сделал их по-настоящему счастливыми и полными. Благодаря такой крепкой дружбе маленькая сова не только оправилась от всех своих бедствий, но и обрела новую жизнь, полную любви, приключений и дружбы, которая могла бы продлиться вечно. В итоге история любви девочки и совы стала примером того, как маленькие существа могут изменить жизнь, даруя надежду и свет там, где это необходимо больше всего. Их дружба продолжала расти и укрепляться с каждым днем, и даже те, кто однажды пренебрегал маленькой совой, теперь видели в ней величественное существо, полное жизни, духа и дружбы. Это было не просто увлечение, это был великий урок о любви, трансформации и возможности быть друг для друга в трудные времена. Дорогие друзья, вот так и закончилась эта история о дружбе девочки и маленькой совы. Мы благодарны, что вы были с нами в этом удивительном путешествии. Каждая история помогает нам понять, что рядом с нами всегда есть место для доброты и любви. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие прекрасные истории. Давайте продолжим делиться радостью с теми, кто вокруг, и верить, что даже самые маленькие существа могут изменить нашу жизнь к лучшему, как маленькая сова, ставшая символом надежды и тепла.